Тот план, что задуман свыше, словно будет обязательным для России как мощное консервативное лечение для будущих исторических свершений. Но основные перемены начнутся в начале октября. В районе 5 октября Россия предпримет активные действия. Это будет боевой рывок, и октябрь может быть временем горячей схватки, но и ответ вблизи 7 октября может быть жестким. Вообще этот месяц с 7 октября по 7 ноября будет одним из самых сложных. Очень вероятно, что яркими историческими датами станут 9 ноября. Это время, когда многие военные процессы могут быть на грани грандиозного взрыва. Я не исключаю накал событий до такой степени, когда многое будет висеть на волоске. Но Россия не отклонится от своего пути, хотя в это время в России могут слышаться новости по очередному выходу из игры прежних политических лидеров. Также будут обсуждаться и новые экономические подходы, конструкции, в условиях сильного напряжения и ограничений. Если это будет интересно, то можно выделить особые даты, напряжение мощного давления на Россию и словно сигналы свыше, к необходимости менять политический и экономический курс страны, будто намекая, что внутренние вопросы требуют не косметической, а радикальной перестройки во всех сферах управления и экономики. Это будет крайне сложно для страновой политики. И ноябрь, как я уже говорила и писала, станет ключевым моментом в вопросах военного противостояния, да и политического. И несмотря на это, вблизи 19 октября для Украины уже будет время показательного проигрыша, как государства, так и земли, если вообще можно так говорить о братских землях, но следуя текущему пониманию событий, потребуются дополнительные событийные, вводные, подчеркивающие то, что борьба проиграна. Может быть, эти мои слова покажутся преждевременными на этот момент, но позже. Это время может стать одним из самых важных демаркационных линий в истории. Конечно, и Россия выглядит очень истощенной и, возможно, будет вынуждена подтянуть пояс. Опять же, это может очень тревожно для сегодняшней российской элиты и руководства. Для России это будет мощный сигнал к смене модели управления кадрового состава, основных управленцев, словно сами события вынуждают менять курс. Это может коснуться и управленцев-силовиков. Это будет словно точка отсчета времени, завершающих перемен во внутренней политике страны. Кто-то из руководства может уйти по естественным причинам. Честно говоря, обе стороны боя столкнутся с такими сложностями, которые потребуют перезагрузки. Это как если бы начинался новый сюжет проверки на прочность перед тем, как весной случится еще более серьезный экзамен. Конечно, все не решится в один день, как водится. Не сразу может быть понятен и очевиден мой прогноз, так как события будут менять цвет чуть ли не ежедневно, и при такой синусоиде сложно будет сориентироваться и ощутить, каков же исход этих событий. Но об этом позже. Украина после 8 ноября выглядит как пепелище, и то, что там будет происходить в это время, у меня не находит лояльных слов, и я не хочу искать слова, потому что всей душой желаю, чтобы те трансформации, которые сулят планеты, имели не столь разрушительный характер, и в такие минуты рассмотрения, хочется сказать, если даже планеты требуют глубокой дефрагментации, то пусть это будет сделано разумно, но в ответ — тишина. Может быть, когда-нибудь люди поймут, что астрология дана не для плохих и хороших предсказаний, а как инструмент мониторинга и своевременных коррекций, которые требуют планеты, и не для того, чтобы люди стали глухим орудием варварства. В моменты непонимания сигналов космоса, да, первые попытки восстановительного характера, или нечто вроде укрепления Украины, могут быть намечены на начало января, но это все вряд ли будет чем-то действительно позитивным. В такое время, при таком планетарном раскладе, я часто наблюдаю, как этот момент сопровождается новыми поставками и оружия и наемников. Но ко второй половине января могут наметиться некоторые договоренности, хотя я не думаю, что это будет окончательным решением. И справедливости ради скажу, что трудное начало февраля для Украины
это еще будет не финал сложностей для нее, может быть еще и отравляющее начало марта, причем это будет особенно сказываться на психике, и к теплой весне Украина может быть близка к тому, чтобы стать новым полигоном, но, скорее всего, это ее обойдет, хотя бы временно. В любом случае, весной Украина начнет полностью менять свою географическую и управленческую структуру, все системы будут разрушены до дна. Но в конце апреля, в мае все же некое созидательное начало я вижу. А что же Россия? В такие трудные времена, сложно писать и России, и без эмоций, но именно это хотелось бы сделать. После осени 2022, страна начнет свою перестройку. Вернее, параллельно будет происходить разрушение старой системы и пробывать ростки новой. До начала октября, не только будет сложно конструктивно действовать, но и трезво оценивать ситуацию, ведь в своем прошлом прогнозе писала про сентябрь. Говоря о нем буквально так, ложь на лжи — это не только информационная истерика, но и истерика всех, кто масштабирует это. Да, Россия соберется с силами, и к началу октября даст ответ, но это будет тяжелый и довольно продолжительный путь. Как я уже писала, с большими потерями. Будут ли победные вещи? Да, это отчасти можно будет увидеть вблизи 5 октября и 22 октября. Вмешаются ли высшие силы? Думаю, да. Если это видео оказалось вам полезным, пожалуйста, поддержите канал вашей подпиской и комментариями. Благодарю за просмотр.